Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я представляю 5-й выпуск HireSet. Сегодня мы с вами увидим креативное окрашивание техникой гофре, которую будет выполнять Елена Хлебнова-Чернявска, арт-макияж, созданный Марией Мойлаnen. Рассмотрим влияние температуры кожи на окрашивание. Я покажу вам женскую стрижку, выполненную на средней длине волос, а также покажем вам повседневную укладку, выполненную тройными щипцами Babyliss. И самое долгожданное, то, что вы ждали больше месяца. Видеоринг, в котором встретятся компании Label и Sebastian. Большинство работ основаны на исследованиях и разработках системы Axiom. Sveicināti, cienījamas kolēģis! Mani sauc Jelena Hļebnova-Čerņavska, un es strādāju skolas studijā Creighton Rīgā. Dotajā HireSet numurā es gribu parādīt jums kreatīvu krāsošanas tehniku. Dotajā tehnika palīdz jums pacelt uz jauno līmeni jūsu radošu pieeju darbām salonā. Novēlu jums patīkamu noskaņu видеожурнала skatīšanas laikā. Окрашивание будем выполнять красителем Inspire компании Vella. Предварительно смешиваем цветные и натуральные гранулы с окислителем и кремом Pure Creme. Предварительно мы осветлили блоки нашей модели обесцвечивающим порошком до необходимого фона осветления. При помощи утюжка гофре создаем гофрированную прядь, фиксируя ее лаком. Прядь кладем на фольгу, зафиксировав снизу и сверху лаком сильной фиксации. Краситель наносим при помощи спонжа. Мы для данного нанесения взяли спонж, приобретенный в магазине для художественных товаров. Им легче и аккуратнее наносить краситель, чем классическим спонжем. Без сильного нажима проводим спонж по поверхности пряди. Если у вас остались непрокрашенные ребра, их можно докрасить при помощи кисти для нюансирования. Для этого рекомендуется брать либо силиконовые художественные кисти, либо, как в данном случае, силиконовые кисти Sprush, которые можно приобрести в компании Hitek.
Время воздействия красителя 35 минут. По окончании времени воздействия смываем краситель с волос и используем стабилизирующий шампунь и кондиционер. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Мойланин Мария, и я визажист-стилист. В данном хайр-сет я хотела показать вам принципы работы с аквагримом и доказать вам, что акварель можно использовать не только для рисунков на глазах, а также для макияжа губ и бровей в сочетании с различными текстурами. Предварительно наша модель была подготовлена, затонирована и нанесены нейтрализаторы. Наносим на глаза матовые тени коричневого оттенка. Покрытие должно быть достаточно плотным. Чтобы тени не осыпались, не нужно много набирать на кисть. В данном случае лучше понемногу, но несколько раз коснуться кистью, иначе тени осыпятся и придется начинать макияж сначала. Чтобы контур глаза получился более темным, нанесем на ресничный край подводку черного цвета. Растушевываем подводку. В данном случае подводка не является стрелкой, а служит лишь для затемнения контура глаз. Сверху наносим еще один слой теней.
Не слишком тонкой кистью рисуем узоры. Цвет для рисунка в данном случае мы выбрали бело-розовый. Важно, чтобы глаза модели были как можно менее подвижны. Если веко подрагивает, приподнимаем его и фиксируем рукой.
Добавим сложности. Сделаем ресницы двух цветов. Для этого возьмем акварель коричневую, того же оттенка, что и тени, и бело-розовую, того же оттенка, что использовались для рисунка. Ресницы прокрашиваем небольшой кистью. Не нужно использовать щеточку для ресниц, она слишком большая. Так как макияж глаз достаточно активен, губы делаем нейтральными. Блеск для губ телесного оттенка идеален в данном случае. Не нужно думать, что нейтральные оттенки можно наносить быстро и неаккуратно. Это ошибка. Для фото и видеосъемки это категорически запрещено. Форма губ должна прорабатываться идеально, так как блеск для губ очень сильно бликует. Если губы не были тщательно прокрашены, то на фото видно будет все. В принципе, возьмите на вооружение правило. Если вы хотите видеть контур губ, то его прорабатываем и блеском, и помадой, и любыми другими текстурами. Разница температуры на различных участках головы может существенно влиять на скорость окрашивания и степень осветления. У среднестатистического человека температура фронтальной части и затылочной может различаться на 2 градуса по Цельсию. Именно поэтому все производители красителей рекомендуют окрашивание начинать с затылочной зоны. В основном время, указанное в палитрах фирм-производителей, как раз рассчитано с учетом действия красителя при температуре кожи во фронтальной зоне. Поэтому на девственных волосах мы начинаем красить волосы с концов, где температура еще ниже, и в среднем колеблется на уровне температуры воздуха в помещении.
Тройная плойка компании Babyliss – это, наверное, один из самых интересных и незаменимых инструментов в арсенале парикмахера. При помощи нее вы сможете достичь как эффекта холодной волны, так и эффекта натуральных кудрей. Главное правило при ее применении – это то, что пряди старайтесь брать в шахматном порядке, чтобы избежать появления полос в укладке. При этом приподнимайте плойку так, чтобы у корней не появлялось залома.
фронтальной зоне, если клиент носит волосы на пробор, для создания легкого объема располагайте пряди горизонтально. Для создания натурального сильного объема рекомендуется выполнять завивку диагональными проборами. И главное, при использовании плойки обязательно пользуйтесь средствами термозащиты. В данном блоке нашего видеожурнала я покажу вам стрижку, выполненную на средней длине волос. Стрижка будет иметь равномерную форму, и по праву эту стрижку можно назвать одной из самых сложных в салоне красоты. Для создания стрижки мы будем использовать пятое лекало системы Axiom. Пряди по всей голове оттягиваются 90 градусов по отношению к касательной. Срез производим 90 градусов по отношению к оттяжке. Для создания равномерной формы также используем круглую геометрию, подтягивая срезаемую и срезанную пряди друг к другу. Для того, чтобы не потерять контроль, рекомендую стрижку разбивать на 4 блока. Во фронтальной зоне блоки стричь от центрального пробора, перемещаясь к затылку, в затылочной зоне перемещаться от центрального пробора к вискам.
Точечным срезом выполняем окантовку стрижки.
Точечным срезом выполняем окантовку стрижки. Высушиваем волосы феном, не создавая сильного объема у корней. Точечным срезом выполняем окантовку стрижки. Итак, я рад вам представить рубрику, которую вы так долго ждали, и которая теперь будет постоянной в нашем видеожурнале – Видеоринг. Эта рубрика посвящена тесту различных продуктов, аналитике их соответствия рекламе, заявленным свойствам и характеристикам. В этом выпуске видеожурнала мы вызвали на ринг две компании – Label и Sebastian. У обоих компаний существует модный на данный момент продукт ламинирования. И сегодня мы выясним, действительно ли эти продукты хороши, как о них говорят. Для тестирования ламинирующих способностей продуктов компании Sebastian и Label мы взяли два идентичных продукта, не имеющих цвета и использующихся только для придания сильного блеска и кондиционирования волос. Первое различие продуктов, которое сразу бросается в глаза. Целлофан из компании Sebastian имеет гелевую консистенцию, а Луке с компании Label имеет более кремовую.
Производители всех ламинирующих составов утверждают, что их продукция уплотняет волос. Для проверки этого утверждения сделаем предварительный замер волоса до окрашивания. Волосы нашей модели, как видим из измерений, имеют более толстый ствол у корней и более тонкую толщину на концах. Наносим составы, разделив голову по центру на две части. Необходимо отметить, что краситель не наносится на кожу головы. Чтобы достичь максимального уменьшения неокрашенной прикорневой зоны, рекомендуется наносить состав, отступив 1 см от корней, а после счесать при помощи расчески к корням. В принципе, вы можете не прочесывать волосы, поскольку во время выдержки красителя под теплом он стечет на корни, так или иначе.
При нанесении мы выявили, что расход ламинирующего состава Sebastian в 1,5 раза меньше расхода Label. Это достаточно существенно будет влиять на себестоимость процедуры с учетом, что ценовая политика компаний на данные продукты примерно одинаковая. По окончании времени воздействия смываем состав с волос.
После мытья головы тест показал, что Себастьян на ощупь не требует использования дополнительных кондиционирующих средств. Волосы гладкие, шелковистые и легко прочесываются даже в мокром виде. Лейбл же по ощущениям жесткий и спутанный. Расчесывание волос вызывает дискомфорт у модели. Себастьян не требует как такового дополнительного кондиционирования после процедуры. Лейбл же требует обязательного дополнительного ухода. Подсушив предварительно волосы, делаем замеры на плотность и толщину волос. Себастьян показал небольшое утолщение волос и, что самое немаловажное, выравнивание толщины по всей длине волоса. Лейбл же не увеличил толщину волоса, а только выровнял его по всей длине от корней до концов. А вот блеск, который нам обещали обе компании, не такой уж и яркий. Нет, конечно, он усилился и волос стал красивым, но чтобы волос прям сверкал как алмаз, такого эффекта ни Себастьян, ни Лейбл не дали. По поводу заявленной стойкости красителей на волосах, обе компании серьезно преувеличивают возможность своих продуктов. Из практики можно сказать, что ламинирование не держится более 3 недель, а сильный блеск чаще всего исчезает через дней 10, в зависимости от частоты мытья головы. После сушки волос мы увидели еще один неприятный для нас момент. Волосы модели около месяца назад были обработаны кератиновым выпрямлением. Как видите на видео, левая сторона сохранила свойства кератина, а вот на правой стороне продукт был частично удален ламинирующим составом компании Label. И последний неприятный сюрприз нас ждал на концах волос. Истончившиеся и поврежденные концы волос составом Себастьян были уплотнены и улучшены по качеству. А вот на стороне, где мы наносили луки с компании Label, концы отвалились, что очень заметно на фотографиях. Компания Label для предотвращения таких результатов рекомендует специальные сыворотки, которые необходимо делать перед процедурой ламинирования, и тогда данного эффекта вы сможете избежать. Для получения более подробной информации подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в группу ВКонтакте и Facebook. И не забывайте ставить лайки. Оставляйте свои комментарии на сайте Hair Club, и мы на них обязательно ответим. Для более глубокого изучения материалов системы Axiom рекомендую посетить наш магазин HC Shop. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука не может существовать без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем месяце.